Всем привет! В этом видео я покажу, как заменить кнопку на электрическом чайнике. У меня есть электрочайник фирмы Rheinberg, и вот он перестал работать. При включении кнопки лампа не загорается, вода не нагревается. Необходимо его ремонтировать. В первую очередь необходимо отключить электропитание от чайника, взять небольшую крестообразную отверточку и открутить шуруп в этой ручке. В чайниках может устройство отличаться, поэтому этот шуруп может быть сверху или снизу. И теперь можно снимать эту крышку вместе с накладкой. Открываем и снимаем. Она имеет такой внешний вид с шарниром. Для того, чтобы убедиться, что кнопка питания неисправна, необходимо взять обычный мультиметр, установить его на режим прозвонки и в нажатом положении проверить, как себя ведут эти два контакта. Они должны быть замкнуты. Я подношу щупы к обоим контактам и видите, что никакой реакции нет. Кнопка не работает. Писка нет. Для ее замены необходимо отсоединить два контакта. Они могут выниматься туго, поэтому необходимо запастись иголочкой, которой нажимать на фиксатор. И после этого откручиваем этот шуруп, который крепит кнопку к корпусу электрочайника. Затем необходимо снять декоративную кнопку, которая прищелкивается к ней с помощью небольших защелок. Тянем аккуратненько, чтобы не поломать их, потому что потом мы введем ее на место, на новую кнопку. Она имеет такой внешний вид. Отложим пока ее в сторону. Кнопка управления электрочайника имеет такое устройство. Здесь есть такая термопластинка, которая при расширении, нагревании расширяется и отщелкивает эту кнопку электропитания. Также здесь есть контактная группа внутри, которая очень часто подгорает или даже полностью выгорает. Но это происходит потому, что сюда постоянно попадает влага от пара, и она подвержена большому износу. Можно, конечно, пробовать ее разобрать, почистить и заново поставить, но очень часто кнопка ремонту не поддается, потому что там контакты выгорают. Необходимо ее заменить. Для замены я купил новую кнопку. Она имеет такой внешний вид. Цена ее около 50 гривен. Недорогая. И она полностью идентична оригинальной. Еще очень часто у этих кнопок случается поломка этой пластинки. Она со временем ржавеет, здесь переламывается. И при этом уже не работает автовыключение чайника при закипании воды. Поэтому эта пластинка будет уже запасная для этой кнопки. Они взаимозаменяемы. Теперь устанавливаем новую кнопку на свое место. Прикручиваем ее небольшим шурупчиком, который мы сняли. И подсоединяем контакты электропитания. Следим, чтобы контакты одевались плотно, иначе кнопка будет подгорать и долго не проработает. Если контакты слегка расшатаны, необходимо с помощью маленьких плоскогубцев слегка их поджать. Контакты такие закругленные, поэтому поджимаем аккуратно одну и вторую сторону, чтобы его не сплющить только, иначе он не будет держать. И то же самое делаем с другим контактом. И после этого можно подключать кнопку. Одеваем на кнопку контакты. Вот кнопка подсоединена. Можно проверить, как она работает с помощью мультиметра. И устанавливать на место декоративную крышку. Подсоединяем щупы вывода выключателя.
И проверяем, как она закрывается и замыкается. Вот видно, что кнопка работает. Отключаем. И она уже не пищит. Значит, кнопка исправная. После этого устанавливаем декоративную кнопку на свое место до фиксации. Вот кнопочка на своем месте. И после этого прикручиваем на место декоративную крышку на ручку. Теперь осталось налить в чайник воду и проверить, как он работает. Включаем чайник. Внизу загорелась кнопка. И раздается шипение от нагрева панели. Видно, что нагревается нижняя спираль скрытая. Тут пузырьки. Подождем закипания чайника. Посмотрим, как он будет выключаться при закипании. Вот чайник начал закипать. Появился первый пар. Началось активное кипение. И чайник отключился. Вы посмотрели видео о том, как изменить кнопку включения на электрочайнике. Пишите свои замечания и комментарии, ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будьте с нами. Всем пока!